Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA. В предыдущем ролике я вам говорил, чтобы вы в комментариях угадали, что же мне подарили. И один подписчик угадал. Мне подарили вебку, поэтому я хочу выразить огромную благодарность подписчику с псевдонимом AxRap. Огромное тебе спасибо за то, что подарил мне вебку. И она сегодня ко мне придет, соответственно, я сделаю отдельный пост как в Телеграме, так и на Ютубе. Отблагодарить-то надо, поэтому отблагодарю. Мне в действительности очень приятно, это было неожиданно, то, что мне подарят еще и вебку. Поэтому я в шоке. И Сталкер 2, и вебка, и я прям, ну вообще, у меня прям лыба на 32 зуба была. Огромное спасибо тебе еще раз. Вот, под предыдущим роликом, к сожалению, не собралось 50 лайков, поэтому сегодня не будет контента. Это маги через волшебников и Керри АЭМа. Не знаю, что конкретно в этом ролике будет. У меня плана никакого нету. Поэтому что будет идти, то, соответственно, буду собирать. Так как мне гоблины-мехи идут со старта, в принципе, почему и нет? Ну, пока как гоблины-мехи. Пока просто один мех, один гоблин, почему два? Ну ладно. Вот. И хочу напомнить, ребят, под предыдущим роликом, под вчерашним, если соберется 50 лайков, я выпущу контент. Это волшебники, маги через Керри АЭМа. А под сколько там, под позавчерашним роликом, если соберется 50 лайков, там чуть-чуть осталось совершенно, то я выпущу шаманы через волшебников. Поэтому, ребят, не поленитесь, уделите минуту времени, поставьте там лайк, и этот отличный контент я выпущу. Все зависит от вас. Еще раз говорю, все зависит от вас. И если под текущим роликом соберется 50 лайков, то следующий видос будет, знаете какой? Ну, не следующий видос, ладно, если там соберется под теми видосами по 50 лайков, то, соответственно, мне придется их в очередь выстроить. Поэтому, смотрите, под текущим роликом собирается 50 лайков, и я выпущу ролик «Воины через волшебников и Керри Вайпер». Это интересный билд будет. Я давно на таком билде не играл, я думаю, вам он очень зайдет. Поэтому, смотрите, не ленимся, ставим лайкусик под этим роликом, под вчерашним, под позавчерашним. У меня же, знаете, на месте пробуксовка только что фраз произошла. Так, ну что, давай. Мне острый наруч сейчас надо с 3-го тира. Давай, со 2-го тира. Острый наруч, давай. Давай. Ясно. Боже, ты серьезно? Гномья брошка. Ты сейчас серьезно? Я неумолимо счастлив от того, что мне гномья брошка пришла. Огромнейшее тебе спасибо. Низкий поклон, целую тебе ноги за эту гномью брошку. Бог ты мой, что может быть лучше, чем гномья брошка, когда у тебя, ну, когда ты не играешь через охотников. Хотя на самом деле здесь катка для охотников тоже неплохая, потому что, смотрите, тут куча магов есть легендарных, тут по-любому будут собираться маги. А еще есть морские, то есть есть тайт. То есть можно было бы, знаете, какой билд делать? Это 6 охотников, 6 морских и синергия Киры, и закирить какую-то фигуру из охотников. Разор? О как! О как! А такое мне нравится. Такое я одобряю. Такое мы одобряем. Такое мы одобряем, поэтому сейчас мы будем, наверное, я тоже на магах поиграю. Не, ну пока, конечно, рано судить, но посмотрим. Пока что я не совсем уверен, что я буду конкретно играть на магах. Это пока что всего лишь старт. И вот со старта думать о том, что я буду играть на магах, это то же самое, что говорить, что я 100% сыграю здесь на механизмах, на 8 уровне мне приходит мех с первого ролла, сразу я ставлю 6 мехов, и все, и буду на золотых роллах катать. Нет. Нет. Так говорить, это, конечно, ну, я уже несколько раз. Да какой несколько раз? Я почти в каждом ролике говорю о том, что если я скажу, что случится, то этого не случится. Вот. Я более чем уверен, что у меня сейчас так и получится. Ничего ты мне взорвал. Одной тычки не хватило, чтобы он мне вынес моего резачка. Резачка. Лина. О как. О как. Егида. Обидно, конечно, что у меня эта гномья брошка. Чтобы вы понимали, я теряю весь свой потенциал. Из-за этой гномьей брошки я теряю потенциал. То есть у меня нету предмета 2-го тира, он у меня просто висит сейчас в инвентаре как какой-то брелочек. И из-за этого я, ну, жестко проседаю. Ну, конкретно сейчас не особо проседаю, но, поверьте, в будущем это аукнется. Поэтому на 10-м раунде я, наверное, буду 100% ролить этот предмет.
пожертвую, наверное, хпшкой, пожертвую этим предметом и каким-то там еще предметом. Но это естественно, если ко мне не придет арканцы. То есть приходят арканцы, я оставляю эти предметы. Да, пусть у меня висит этот брелок, но что поделать, что поделать. Терять арканцы чисто из-за того, что у меня есть этот брелок в виде гномьей брошки, ну такое. Кстати, в комментариях там писали о том, что я 7-й ролик подряд снимал в красной футболке. Так что смотрите, ребят, черная футболочка, я ее поменял. Спасибо за беспокойство, конечно, но сразу хочу сказать, все футболочки свежие, не переживайте. Стираются вовремя, просто так получается. Но в черной футболке мне на самом деле намного больше нравится снимать, нежели в красной. Как-то, знаете, эстетичнее выглядит, что ли. У меня, ну, моего тинкера только что так, нормально так потрясли за щечки. Просто потрясли за щечки их. Его. Их. Кого их? Его. Кого их? Что за их? Я, кстати, поставлю магов немного. Пусть у меня будет 3 гоблина, 3 меха и маги. Я думаю, это не ошибка. Думаю, не ошибка. У меня все равно как бы... А, понял. Там уже 2 разора молодого. Понял. А, понял. Он тоже хочет себе собрать что-то такое интересное. Скорее всего, тут будет боги, маги... Боги, маги и драконы. Скорее всего, так будет. Возможно, конечно, мне повезет. Мне придет орк-шаман 5 легендарный. И я сделаю волшебников. И закирю этого орка-шамана, легендарную фигуру. О, это, конечно, я слишком многого захотел, но все же. Цветка. Гоблин. А чё, так можно было? Так, я продам Инчу. Леона продавать я не буду. Леон это имбалансный персонаж. Особенно если вы его в тройку собрали, то там, поверьте, там импакт 110%. Кстати, я сейчас апнул этого гоблина и попробую 3 монетки заслужить. Может получится. И поставлю 2 тинкеров. У меня в любом случае бафа магов не будет. Ну хотя бы так будет. Хотя бы так будет. Гриттеры. Но я не думаю, что он будет на гриттерах играть. Я думаю, там что-то будет поинтереснее. По-любому, я думаю, здесь будут боги-орки. И я надеюсь, что ему не упадут нужные предметы. Ну, так же самое, если у меня будут хорошие персонажи, хорошие фигуры, то я этого бога-орка могу не бояться, так как если шаман легендарный мне придет в двойку, я закину ему агоним, посох 3-го тира, у меня будет инкастовая мана, то я его испепелю. Он не сможет крутиться от слова. А чё, так можно было? Я по-любому Леона в двойку ставлю. Леон в двойку это имба. Имба прям, ну... Имба всех имб. Жалко, я не могу 7 уровень взять. Я бы сейчас взял 7 уровень, поставил бы себе 3 гоблинов, 3 мехов и 3 магов. Это было прям песня. Была бы прям песня. Ну, скорее всего, я здесь буду играть через волшебников-магов. Почему волшебников-магов? Почему не магов через волшебников? На магах через волшебников. Почему я говорю именно волшебники через магов? Непонятно, но пусть будет так. Мне не нравится... О, 3 монетки сюда. Так, Грангеральда покупаем. Отлично. А, понял. Марси нормально так пованшотила, но и вот ему не поможет. Томат. Помидорчик. Помидорчик. Томатный. Вот знаете... Ух ты, ё. Ого. Блин, ну я хотел бы лондруида апнуть. Там чел уже себе этого, хотел сказать, Зевса в двойку собрал. Разора в двойку собрал. Меня это не радует от слова совсем. Я мог бы сейчас взять Фуриона. Но не знаю, я не хочу через вид свою апать. Я лучше возьму Омника. Может, у меня получится книжки поставить. Может, ранний котел сейчас придет, а? Если ко мне лондруид пришел ранее, то, возможно, мне сейчас котел придет ранее. Приходит котел ранее, то игра заиграет совершенно иными красками. Я тогда смогу поставить 3 гоблина меха. Поставить 3 магов. Но то, что у него, конечно, разор в двоечку уже, он под богами, это меня немножечко тильтует. Но главное не отчаиваться. Главное не отчаиваться. Ладно, скип. Да.
Это то, что доктор прописал. Этот предмет реально то, что доктор прописал. Я его сейчас настакаю. Это самый имбалансный предмет этого патча. Дай бог, чтобы мне сейчас со старта пришли все волшебники. Как только придут все волшебники, все. Все, караул хавайся. Молитесь все. Я вас вынесу. Всех вперед ногами. На 10-м раунде получить этот посох, получить себе разоров двойку. Если поставить еще волшебников и 9 магов, то там все, там торба им. Ну, там без шансов. Этот посох самый имбовый предмет на текущий патч. Самый имбовый предмет. Имбовее нет ничего. Ну, кроме Аганима, естественно. Но Аганим это Аганим, и он не на всех персонажей работает. Мне главное настакать этот посох. Главное. Вот главное настакать этот посох. Только настакаю этот посох, то все. Пока туго с стаками. Туго со стаками. Но это из-за того... А чё так? А чё так много? Блин, ну может реально поставить магов? Но этот маг сейчас, наверное, будет сильнее меня. Сильнее меня будет, поэтому сильно губу мне не надо раскатывать. Может, все-таки реально лондруида апнуть себе? Но, если честно, не особо хочется мне лондруида апать. И я, наверное, сейчас Разора, кстати, на одну клетку назад поставлю. Как-то туго у него с уроном. Пока я не настакал себе урон, все очень туго. Очень туго, прям словами не передать. Возможно, мне стоило... Хотя нет. Тинкер слабо бьет. Тинкер слабовато бьет, но, в принципе, можно было бы и в Тинкера закинуть. Опа. Опа, чирик, сюда. Апгрейд небольшой есть. Кстати, мне так хорошо цветы идут, может попробовать... Не, я уже не буду как бы слазить со своего пути. Я буду идти на том, что задумался старта. То есть я беру волшебников, я беру магов и погнали. Погнали наших городских. Так, надо в деньги уже выходить. Нужны деньги. Нужны деньги. Сделал себе сейчас небольшую стенку. Чтобы как-никак, но Разор у меня жил. Я, кстати, наверное, все-таки... Не, пока так пробую. Пока так попробую. Может, реально поставлю мага. Вот, кстати, чел на магах пришел ко мне. Ух. Я аж дыхание затаил. Смогу вынести или не смогу вынести? Кстати, 2 стака есть уже. 4 стака есть. Все, контент пошел. Контент пошел. Сейчас будет эпично. Ой, как будет эпично. Надо в деньги, конечно, выходить. Гримтач. Гримтач, Грангеральд. Молю, придите. Гримтач и Грангеральд. Пора. Пора, прям пора. Так, звери собираются через полуорков, это плохо. Там рыцари через эгиду собираются, тоже плохо. Ну, сказать, что у меня ситуация прям ГГГГ, нет, нет. Я этого не скажу, у меня ситуация более-менее пока что нормальная. Кстати, там нежить собираются. Давненько я нежить не видел. Реально давно нежить не видел. Если он ее сможет реализовать, это будет весело. Ну, не мне, конечно, весело, потому что мои маги особо работать не будут. Разорчик. Чик. Отлично. Так, 7 стаков. Все. У меня на 70% больше урона магического. Жалко, резак не апается. Вот не хочет он апаться, этот резак. Вот от слова совсем не хочет. Поставлю, наверное, 2 разоров. Все-таки это мобы. Было бы классно, если бы я у них винстрик у всех стырил. Это было бы прям идеально. Но для того, чтобы забрать у них винстрик, мне нужно как минимум это волшебники. Волшебники и 9 магов. Без этого я сделать этого не смогу. Без этого я сделать этого не смогу. Фраза века. Чё ж за Г мне упадет сейчас с этого раунда? Мне вот реально интересно, что сейчас мне за Г такое упадет. Я ставлю ставку, что будет маска берсерка. Да?
А что думаете вы? А ну, напишите в комментариях. Что думаете вы, что упадет с этого сундука? Я думаю, упадет маска берсерка. Не упадет нужный предмет, кстати. Кунка. Кунку мы возьмем все-таки, я думаю. Я думаю, возьмем. Арканцы? А что, так можно было? Реально, что, так можно было? Я, ну, я удивлен. Я удивлен с того, что мне упали арканцы. Это прям неплохо. Как так сделаю сейчас расстановку? Мне, кстати, к моим волшебникам по-любому нужно волшебное зеркало. По-любому. Я, кстати, наверное, сейчас вот так вот сделаю. Все. Теперь у меня, смотрите, у меня 3 мага, 3 меха, 3 гоблина и 3 человека. Идеальный баф. Этот баф бы, конечно, намного... Слышь? А как так? Ты издеваешься? Как ты 2 разоров нашел? Он сидит без денег, но тем не менее у него 2 разора есть. Я-то уже, знаете, вальяжно рассчитывал на то, что мне сейчас будет падать разорчик. Ух ты, У-у-у-у. Проблема. Но на самом деле, больше всего я опасаюсь сейчас не вот этого Q. Я больше всего опасаюсь человека на богах-орках. Там боги-орки собираются. Вот его я больше всего опасаюсь. Никого больше особо я не опасаюсь, кроме вот него. Мне бы, конечно, усиление в виде языка в 2. Было бы идеально, но я думаю, это вряд ли. Это вряд ли. Что-то как-то он не хочет приходить. Ну, кстати, ситуацию жестко бы изменил это Леон в 3. Леон в 3 со старта это прям жестко. Когда у всех персонажей мана регенится еле-еле, то Леон в 3 это незаменимая фигура. Он душит, будь здоров. Реально душит, будь здоров. Во-первых, нереально высасывает ману быстро. То, что вы копили годами, Леон берет и его забирает за пару секунд. А еще и отдает своим союзникам. Вот прикиньте, вдумайтесь на секунду. С минимальным КД. С минимальным КД в 3 собирает и 4 фигурам заливает ману. Просто у вас тырит, а другим соседям заливает. Жик! Я же говорил, что это имба. Этот посох уже, все, смотрите, у меня почти... Сколько там стаков? Надо сейчас посмотреть. Сейчас, секундочку, паролем немного. О май гад! Так, надо, наверное, паролиться, или не ролиться, или не ролиться. Гримтач есть. Ну, ролится, не ролится, ролится, не ролится. 16 стаков у меня. 16 стаков на посохе это 160%. Так, 6 воинов. Ага. 6 воинов и вайпер. Окей, окей. Сейчас мы разберемся с тобой. Вот реально я опасаюсь это бога-орка того. Вот это реально заноза будет в одном месте. Маг-бог, я его еще не... Ну, и мага-бога я не особо там, знаете, как-то опасаюсь. Хотя на самом деле, возможно, мне стоит его опасаться, если мне не придет то, что я хочу. Вик! Не, посох не имба, ребят. Посох не имба, балансить его 100% не надо. Еще и винстрик забрал. Сюда, кеш. Чисто бабки на базу. Я еще и 50 монет почти вышел уже. Отлично. Сказать, что у меня ситуация так себе, нет. Ребят, у меня ситуация обалдеть. Я, кстати, после мобов, если придет волшебник, разберу мехов и поставлю 9 магов. Зверь-полуорк. На самом деле, зверь-полуорк как-то странно смотрится. Хотя я как-то играл через зверя-полуорка, через рыжего лиса, но это было очень давно. Ну, получалось, если честно, неплохо. Винстрик 5. Не знаю, может мне взять 8 уровень и на 8 уровне начать ролиться? Скорее всего, мне и придется взять 8 уровень, начать ролиться. Или, наверное, на 7 уровне... Слышь, Леон, взял свою сосалку и ушел отсюда в одно место. Ну, не имба, да? Нет, не убей, не убей, не убей, не убей, не убей. Сколько? 6 стаков потерял. Я из этого Джаггера потерял только 6 стаков. Падло. Ладно. Так, что мне нужно из предметов 3-го тира? Волшебное зеркало.
и шар бездны. Шар бездны, он мне нужен чисто из-за того, что против меня там есть бог-маг. Вот чисто из-за него. И волшебное зеркало мне нужно чисто для того, чтобы закинуть его в ЦМ-ку, и ЦМ-ка восстанавливала ману. Очень быстро восстанавливала ману. Это имба. Вот Томат там, кстати, собирает магов-драконов, но я думаю, Томат не доживет. У него слишком мало хп. Если его там придет мощный такой чувак, я думаю, он его вынесет. Да, по крайней мере, я ему 2 раза приду, я думаю, его вынесу. Я думаю, ему прям жестко закину. Кстати, предметы идеально упали. Так, давай еще предмет 3-го тира сейчас идеально упадет. Либо взгляд АЗС, либо же волшебное зеркало. Давай, одно из двух. Одно из двух. Так, делаем вот такой вот мув. На самом деле я немного больше уровня взял, но ничего страшного. Пусть у меня будет пораньше 8 уровень. Не, ну божественный отпечаток это класс. Но я не хочу через богов играть. Хотя на самом деле здесь катка реально для богов. Вот гадалки не ходи, но катка реально для богов. То есть тут можно сделать богов, драконов, магов. И чилиться. Но я, наверное, возьму все-таки волшебное зеркало. Да. Мана мне важнее. Мана мне по-любому важнее. Сейчас, кстати, предметы чуть не забыл перекинуть. Сказать, что у меня все плохо? Нет. У меня все замечательно. У меня все прекрасно. У меня сейчас еще 9 магов, то все. Все, контент пошел. Я же все, контент пошел. Я, кстати, наверное, все-таки на 9 уровне буду ролиться. Либо сейчас я поулучшаюсь немного, чтобы у меня был более-менее адекватный стол. И я дико надеюсь, что ко мне придет. А чё ты такой жирный? А, понял. У Разора, чтобы вы понимали, 2 предмета на сопротивление. Шар бездны и 2-го тира ледяной доспех. Еще и винстрик не стырил. Это плохо. Плохо, что он у меня винстрик стырил. Я, кстати, лучше Рубика пока оставлю. В Руби как-то я побольше верю. Цемочку бы... О как. О как. Так, лейнуапаем, яичко берем. Яичко берем, яичко пригодится. Леон второй по-любому нужен. По-любому. Кстати, да. Я 2 разоров уберу. Оставлю как-то так. Я сейчас чего его немножечко назад поставил? Кто-то скажет, зачем ты так делаешь? Это же ошибка, до конца не будешь доставать. А все из-за того, что вот этот вот маг, который против меня есть, у него они все вблизь стоят. А мне нужно максимально много урона нанести по нему. Поэтому я немножко на клеточку назад поставлю, чтобы хоть как-то, но попробовать хотя бы 1 разора вынести. Но, кстати, насколько шар бездны лишают все-таки, да? Как бы это, ну, смешно не звучало, но шар бездны довольно-таки хорошо решает. Благодаря шар бездны ледовому доспеху он пережил мой прокаст, несмотря на то, что у меня посох был максимально в стаках. То есть у меня было 1 000 000 000 урона. Было 1 000 000 000 урона, но... Что ж, что поделать. Бог-орк. Так, у него 20 монет, у него что? Что? И зверь. Кого же больше опасаться? Ну, зверь, я думаю, пока что зверя я смогу затащить. Как-никак у меня есть посох. Не было бы этого посоха, все, это прям было бы трагедия. Трагедия, финита ля комедия. Жик! Как это красиво, да? Мне не хватает только Ганима сейчас. Вы прикинь? О! Ну блин! А кому мне этот отпечаток засунуть-то? И куда? Мне нравится, что там 9 нежити есть. Я, конечно, не особо его опасаюсь, но я думаю, проблему он мне доставит неплохо. Ну, это мы, конечно, посмотрим. Ну, у меня теперь небольшое замешательство есть. Интересно, что мне с 3-го тира упадет? 4 бога сейчас. Ну, это как-то слабо. Не, я не буду делать 4 бога. Я этот отпечаток по-любому пересоберу, но чуть позже. Так, 9 нежити. Жик!
Ладно, я забираю свои слова назад, я не опасаюсь его. Это так, ну, шутка, комедия, хихи. А что, так можно было? А чё мне так яйца идут? Нашел имбу. Все. Все, это имба. Все, я знаю свой путь. Я знаю, какой у меня будет путь. Путь искупления у меня сейчас будет. А точнее будет путь искупления у моих врагов. Блин, это если он сейчас придет ко мне в двойку. И дай бог, что с первого раза у меня получится собрать Аганим. Это все. Это будет победа, легчайшая победа. Блин, надо 9, наверное, взять. А, там еще одному чуваку пришел орк-шаман, это плохо. То, что там у бога-орка есть этот шаман, это плохо. Не дай бог он ему приходит в двойку, и не дай бог ему приходят хорошие предметы, он меня вынесет. Он мне не оставит никаких шансов. Абсолютно никаких. Ладно, мы сейчас посмотрим. Я надеюсь, ему, конечно, не придет. Еще один. Боже, ну тут, как я сказал уже, тут иди... Чё так хорошо? Хотя на самом деле мне 2 посоха лишние. Мне достаточно одного посоха. Жалко, ну, не, на самом деле это балансно, что эти посохи не стакаются. Вы прикиньте, этот посох еще бы стакался. Это ж было ГГ. Пока как-то так сделаю расстановку. Я не буду пока что керить этого шамана, он еще слабый. Если бы он был в двойку, то, возможно, я бы его керил сейчас. Но так как он у меня в единицу, я его керить не буду. Там чел, кстати, Аганим нашел. А что я могу скипнуть, допустим? Ну, давай, наверное... Давай попробуем. Все, игра пошла. Игра пошла. Что может быть лучше, чем это? Ничего, конечно. Просто на 26 уровне, на 26 раунде у меня есть посох 3-го тира, у меня есть Аганим, у меня есть мана, у меня есть волшебное зеркало. И кто-то скажет, ну, арканцы это ошибка была скипнуть. Отчасти соглашусь. Ух ты, ё. Крути! Ух. Отчасти я соглашусь о том, что это была ошибка так делать. Отчасти. Но не 100%. Знаете, почему не 100%? А я сейчас объясню, почему. Так, вот так вот возьмем. Надо паролиться. Давай, шаманчик, шаманчик. Ну, Лич. Зевс. Так, надо морского ставить. Зевса не хочу скипать ни в коем случае. Все, контент пошел. Пошел контент. Все. Все. Ну, тут больше нечего мне добавить. Это все. Им торба. У меня еще и ЦМ-ка вдруг. Все, им торба. 100% торба им. 2 разора я, наверное, не найду, потому что у того чувака есть разор. Поэтому я их скипаю. Все, погнали, погнали. Вот сейчас будет весело. Вот сейчас будет весело. Я, наверное, разор не буду собирать все-таки. Или буду, или не буду. Или буду, или не буду. Не знаю пока что. В самом деле, можно было бы закинуть этот второй посох и настакать его. Но я не помню, перебивается ли посох один со вторым. Или они оба работают одновременно. Вот, кстати, маг-дракон там тоже жесткий. Минус 23. Стабильно. Знаете, что мне сейчас не хватает? Мне не хватает БКБ. А знаете, почему мне БКБ не хватает? А потому что может сейчас шальной хекс прилететь, шальное сало и все. И мне торба. Вот бы мне, конечно, сейчас Зевс пришел еще в двоечку, это было бы идеально. И Лина в двоечку, в троечку. Мана плюс 50, в принципе, окей. Мне надо, чтобы побыстрее мана регенилась. Вот кто-то сейчас, знаете, напишет в комментариях, а вот были бы у тебя раконцы, у тебя бы сразу было больше половины маны. А тут мне приходится ждать почти 2 секунды. Ну ничего страшного, подожди. Окс. То, о чем я говорил, там чел собрал хекс. Хекс 5-го тира, это плохо. Из-за того, что у меня нет БКБ, то у меня проблемы. У меня проблемы...
Отлично, хекс не в меня прилетел, шикарно. Так, это воин? Я как увидел, что у меня шаман просто испекся, я думал, что мне все. А вот, кстати, сейчас я сделаю инкастово. Вот сейчас я сделаю инкастово. Обидно, конечно, что у меня шаман это сдох. Если бы этот шаман не сдох, у меня бы стаки не потерялись. Так, к сожалению, стаки у меня потерялись. Но у меня маски 5-го тира нету. Хотя, на самом деле, я... Джекиро! Но я верю, как-то больше в Лича и Зевса. Хотя можно было бы взять вот этого духа 5-ку вообще. Поставить вместо Разора. Но я не хочу вместо Разора ставить. Как-то... Разор мне больше, потому что, знаете, вот как прям возле моего сердечка живет Разор. Поэтому не особо хочется. Не особо хочется. Ух ты. А если... Ну, я, наверное, где-то Зесса отдам все-таки шаману. Да, маг-дракон, конечно, там довольно-таки неприятный. Неприятно собрался там маг-дракон. Но я думаю, я его смогу затащить. Я думаю, у меня проблем не будет. И даже если у меня будут проблемы, я просто морских сверху поставлю. Он будет кастовать свои магии, я его просто смел в порошок. Этот шаман это имба. Даже без магов, поверьте, он будет так сносить. Я думаю, такого контента вы никогда в жизни не видели, когда он так сносит. Я попробую БКБ найти. Или не пробовать, или пробовать. Но сейчас, в принципе, 30-й раунд. Но я думаю, можно попробовать найти БКБ. Да, мне надо БКБ. По-любому надо БКБ. Видите, 2 хекса. Благо у меня хотя бы есть на сейф, это Разор. Который взял... Все, пока. Что-то как-то изи. Еще шаманчик. Не, ну я шаманчика в тройку 100% не соберу. Ну, кстати, я яйцо уже заюзаю. Пусть у меня Леон в 3 будет. Мне нужен БКБ. БКБ мне чисто нужен из-за того, что я не хочу, чтобы мне какой-то шальной хекс прилетал. Вот как только что это было. Не будет прилетать шальной хекс, будет все замечательно. Будет прилетать шальной хекс, ну, будут проблемы. Будут жесткие проблемы. Маг-дракон, хекс. Вот, да. У него еще там цепочка есть, поэтому это опасно. Ну, кстати, в данный момент Леон бесполезен. Ну, отчасти бесполезен. Хотя на самом деле я не уверен, что он бесполезен, потому что когда маг-дракон закастуется, ему нужно собирать ману. Ладно, давайте насладимся сейчас контентом. Давайте насладимся контентом. Я пока хочу посмотреть. Шок, чему, куда, почем. Так себе. Так себе. Not bad. И надо ролить БКБ. БКБ. Хотя на самом деле и бессмертия мне было бы достаточно, но я лучше БКБ заролю. Сегодня какой-то день, не знаю, я в шоке. Сказать, что я не в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Я в действительности в шоке. У него, кстати, там Doom есть, но я думаю, проблем у меня не будет. Хотя на самом деле, может и будет у меня проблема, не знаю, посмотрим. А что, Зевса можно в двоечку? Хочу Зевса в двойку. Я, наверное, потерплю немного, у меня, в принципе, хп есть, я не хочу тратить это яйцо. Придет мне Лич, либо же придет ко мне Зевс. Можно будет через них сыграть. Мне, на самом деле, нравится Зевс, потому что у него 40% магического сопротивления дефолтно. Это прям много. Это прям то, что доктор прописал. Так, ну что, смотрим контент. Ну чё? Чё, молодой? Какой сайленс? Не-не-не-не-не-не-не. Какой сайленс? Ты чё? Чё? А по каким причинам БКБ не снял только что Хекс? Ой, сайленс. Чё за бред? По какой причине только что мне не слетел этот сайленс? По какой причине? Чё это был за бред? Обалдеть. У меня скоро глаз телепаться от такой темы будет. Что это было вообще? Он, кстати, себе тоже шамана нашел, это плохо. Но он себе поставил 3 мага и шамана. Но я думаю, это ему не поможет сейчас.
Да, это ему не поможет, у него слишком долго когда там. А что такое? А не вышло, да? Не сегодня, молодой, не сегодня. Мне нужен Зевс в двойку. Нужен Зевс в двойку. На самом деле, был бы у меня Зевс в двойку, этот бы Дум кидал бы либо в Зевса, либо в Шамана. То есть один из двух. На самом деле у него как-то Дум точно кидает. Как надо прям. То есть, когда я собираю Дума, у меня Дум, ну, не хочет так кастовать. Он кастует куда угодно, но ни в кого надо. Не знаю, с чем это связано, но почему-то это именно так происходит. А еще меня бесят вот эти вот микрофризы, через которые я вот так беру и просто переставляю фигуру куда не надо. Так, он собрал обратно магов драконов, но оставил пока... Но он шамана тоже хочет собирать, по всей видимости. Какой сайленс? Что это за бред? Я не понимаю, каким образом он накидывает мне Дум сразу. Почему БКБ не скидывает Дум? Все время до этого скидывал, а тут не скидывают. Я удивлен. Я удивлен чисто из-за того, что до этого все время скидывался Doom, а сейчас почему-то не скидывается Doom, когда активируется БКБ. Это какой-то бред. Объективно какой-то бред. Напишите в комментарии, какой-то патч там выходил микро, потому что я не видел никаких обновлений, ничего такого, почему сейчас БКБ не скидывают. Ничего как надо. Не знаю, как эту расстановку еще надо правильно поставить. Ну, в принципе, я думаю, Разор справится, если ему не прилетит, естественно. Шальной Сайленс. Вот опять почему-то именно в шамана прилетел. То есть, какой-то закон подлости. Как кидает Doom свой Сайленс? Вот реально, как он кидает свой Сайленс? Понял. Походу сегодня без Зевса. Я, кстати, наверное, предметы сейчас отдам в Лину. Она у меня самая сильная по таргетному урону. Лича в двойку собрал, это плохо. Это плохо. Шансы на то, что мне выпадет экзорцизм, маловат, конечно. Но я, наверное, буду пробовать искать этот экзорцизм. Без него плохо. Без него плохо, потому что БКБ почему-то не скидывают Silence. По каким причинам не скидывают? Непонятно. Лина Лагуны нанесла 9400 урона. Лина в тройку нанесла Лагуну 9400 урона благодаря этому посоху. Обалдеть. Блин, какой кайфовый предмет рефрешер. Ну, я, наверное, возьму 2 БКБ. Пусть у меня будет лучше 2 БКБ. Пусть лучше у меня будет 2 БКБ. Сейчас, что мне скипнуть? Я, наверное, кольцо скипну. Арчит. Ну, арчит мне не особо нужен. Кого я там буду хексить? Котла? Ой, ёл. Не знаю, может попробовать поставить его сейчас впритык, этого шамана? Может тогда он будет инкастово делать свой БКБ, и тогда у меня никаких проблем не будет? Я сейчас опасаюсь того, что мне прилетит шальной сайленс и он мне вынесет. У него лич в двойку. Ну, у него прям так нормально заряжено, у него еще и дум в двоечку. Ну что, еще раз хекс прилетит ко мне или не прилетит? Точнее, не хекс, а сайленс. Почему я хочу все время сказать, что это хекс? Отлично. А почему сейчас БКБ сработало как надо? А, потому что он Дум накинул в Разора. Вот почему. И честно, не понимаю, каким образом кидается Дум. Я бы мог сейчас морских поставить и не париться от слова совсем за этот Дум. Но все-таки хочется контента. Не, я не буду морских ставить. Уже деталовые. Деремся на мужика. На мужика деремся. У меня слишком много магов. Даже если я поставлю морских, то, скорее всего, я весь импакт свой потеряю. Так, давай впритык поставлю, почему нет? Чисто ради теста, чисто ради теста.
Зачем 2 раза повторил? Непонятно. Ну вот, кстати, да, тут сразу, видите, у меня БКБ язнулось, и даже он не успел сайленс ни на кого не накинуть. Чпунь, чпунь. Боже, не, шаман пятерка это имба. Это лютая имба, особенно то, что он пришел мне вот так вот рано. Я удивлен, что он мне пришел так рано. У него разор в тройку. У него тоже, он хорошо все сделал. Но все-таки я не понял. Каким образом он мне накидывал сайленс? Непонятно. Вообще непонятно. Каким образом он накидывал мне сайленс? Я думаю, в комментариях мне объяснят, почему он мне накидывал сайленс. И почему БКБ его не скидывало. Хотя, когда Хекс прилетает, БКБ скидывает. А тут Дум прилетел до БКБ и почему-то не скинул, когда активировался. Короче, ребята, вы напишите мне в комментариях, что это была за тема. Потому что я сейчас этого не понял. Но катка реально была классная. Мне понравилось. Так. Ребята, напоминаю, 50 лайков под этим роликом, и я выпущу воинов через волшебников и Керри Вайпер. И не забудьте под 2 предыдущих роликов. Они вас ждут. Там осталось совершенно немного докидать лайков. И по традиции, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, оставить свой комментарий по этой каточке, что вы думаете в целом по ней. И подписаться на мои каналы. Телеграм-канал закреплен в комментариях. Всем удачи!